Принимать решения бывает нелегко. Нас одолевают сомнения и тревоги о будущем. И чем важнее вопрос, тем страшнее сделать шаг, ведь многое стоит на кону. Вложиться ли в бизнес или недвижимость, разорвать ли долгие отношения, принять ли предложение новой работы. На каждом шагу нас поджидают когнитивные ловушки. В этом видео мы узнаем, как быстро, а главное правильно, принимать сложные решения. Когнитивные ловушки или ловушки мышления – это не что иное, как механизм работы мозга, который делает выводы, основываясь на заблуждениях, стереотипах или просто недостатке информации. Проще говоря, он всегда склоняется к чему-то знакомому и понятному. Мы видим то, что хотим видеть. Например, вы купили смартфон известной марки, вы видели его рекламу сотню раз, и у вашего друга такая же модель. Первые дни после покупки вы не можете нарадоваться, а затем начинаете обращать внимание на то, что батарея в нем быстро разряжается, разрешение монитора вам не подходит, да и сам телефон в карман не влазит. Это пример селективного внимания. При выборе покупки вы видели только то, что вам хотелось видеть, обращали внимание на параметры, о которых говорилось в рекламе, и игнорировали все остальные. Покупка неподходящего телефона не самая фатальная ошибка в жизни, однако и ее можно было бы избежать, если бы вы воспользовались несколькими правилами принятия решений. Используйте метод HALT. Это акроним, собранный из английских слов «голодный», «злой», «одинокий» и «усталый». Никогда не принимайте решения в состоянии стресса. Подумайте, в каком состоянии вы находитесь. Если вы голодны, раздражены или просто устали, ваш мозг не в состоянии обработать информацию правильно, а тем более принять правильное решение. Никогда не принимайте решения тогда, когда вас торопят. Это одна из самых распространенных манипуляций HR, риэлторов и сетевиков. Заставлять людей принимать серьезное решение здесь и сейчас и чаще всего не в свою пользу. Они будут вам говорить, что через 5 минут после вашего ухода квартира уйдет кому-то другому, или что у них есть 10 кандидатов лучше вас, которые ждут не дождутся, чтобы согласиться на эту вакансию. Сделайте паузу. Take your time. Важные решения могут приниматься быстро, тогда, когда вы того хотите, но никак не из-за давления и манипуляций. Одна из отличных систем по принятию решений была придумана инженером, работавшим в Google и Facebook. Она состоит из 5 шагов. Четко определить, что именно от вас требуется, записать причину, зачем вам это, и установить временные границы. Выяснить, кого касается это решение, кого оно затронет, выписать список людей, с кем нужно посоветоваться и кто будет нести ответственность. Накидать возможные варианты решения вопроса, от самых очевидных до самых невероятных. Если решение принимается в команде, то проголосовать. Если вы принимаете его в одиночку, то вы можете устроить единоличное голосование, проставив баллы напротив каждого варианта. Продумайте шаги осуществления цели в том случае, если вы примете выбранное решение, с какими сложностями или препятствиями вы можете столкнуться. Еще одно хорошее упражнение – это пойти от обратного. Например, вы уже склоняетесь к какому-то решению. Подумайте, что будет, если вы выберете противоположный вариант. Представьте, что вам нужно защищать его перед другими людьми, расскажите о его плюсах. Теперь взгляните свежим взглядом на первоначальное решение. Оно все еще кажется вам самым лучшим? Соберите разные точки зрения. Речь не о том, чтобы действовать под навязанным влиянием других людей, а о том, чтобы развенчать свои ловушки мышления. Постарайтесь абстрагироваться от эмоций и не принимать на личный счет критику. Слушайте минусы и плюсы, о которых говорят родственники и друзья, и записывайте их, а затем фильтруйте, что именно для вас имеет значение, а что нет. Эти простые советы помогут вам меньше ошибаться в принятии решений. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео.